Приветствую вас, мои дорогие зрители. Итак, в прошлый раз мы посетили усадьбу баронов Вольфстамериены, а сегодня прогуляемся до одного не менее удивительного по своей красоте шедевра позднего русского зодчества. А расположено это великолепие совсем неподалеку от замка. И это Стамерианская православная церковь святого Александра Невского. А появление церкви в этом месте является прямым следствием женитьбы владельца усадьбы барона Иоганна Готлеба фон Вольфа на Софье Потемкина. И согласно легенде, храм был построен фон Вольфом в качестве свадебного подарка своей невесте княгине Софье Потемкиной. И уже первая деревянная церковь была построена в 1851 году по типовому проекту православных храмов Лифлянской губернии. Рядом с храмом поставили дом для притчи, где разместилась и приходская школа. Какая лепота, какая красота! А теперь приглашаю вас познакомиться с храмом поближе и попробую поведать вам хотя бы вкратце богатую, остросюжетную и непростую историю церкви. История белокаменного храма, который мы видим сейчас, целиком и полностью связана с именами Бориса и Пауля фон Вольф. В 1892 году архиепископ Рижский и Митовский Арсений Брянцев посетил приход, в котором к тому времени насчитывалось 1800 прихожан, и было принято решение возвести каменный храм, так как старая церковь разрушалась. В январе 1902 года по проекту известного и талантливого архитектора Владимира Лунского начались строительные работы, в которых принимал участие настоятель Иоанновского храма в Риге Николай Васильевич Шалфеев. Храм строился на деньги, собранные всем миром. Часть средств выделил Священный Синод. 35 тысяч рублей золотом по народному прошению пожертвовал сам царь Николай II. А для украшения крестов на куполе и колокольни фон Вольфы подарили 54 крупных кристалла горного хрусталя, которые и сегодня в солнечный день сверкают как бриллианты. 6 июня 1904 года храм осветил во имя святого благородного великого князя Александра Невского архиепископ Рижский и Митовский Агафенгл Преображенский. Прошло время. Отгремели войны. Вихри революции разрушили привычный уклад жизни народа тогдашней Российской империи. Менялась власть, порядки и законы. И в итоге наступили совсем непростые времена как для церкви, так и для всех верующих. Есть у храма и свое предание. После Великой Отечественной войны в маленькой комнатке под хорами здесь жила блаженная Аннушка, которую в народе почитали весьма праведной. Она с печалью наблюдала, как разрушительно действует на человеческие души яд атеизма, как пустеет приход. Но все же, пока Аннушка была жива, светился огонек в церковном окошке. Но как только не стала праведницей, закрылся и храм. Старики, в которых крепка была еще православная вера, восприняли это как знамение. В 60-е годы прошлого века богослужение здесь было запрещено. Все церковное убранство приказали уничтожить, а иконостас, как говорят, порубили на куски и сожгли в школьной котельной. Сначала власти думали устроить тут дрожжевой завод, потом цех Сондериса, и даже были планы превратить храм в концертный зал. Но самым страшным был приказ Бориса Пуга, тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Латвии, сравнять пустующую церковь с землей и построить в этом же описанном уголке дом отдыха для партийных бонз. А в 1980-е, спохватившись, храм справедливо причислили к числу памятников архитектуры и даже выделили немного средств на его восстановление. Однако средств не хватило даже на то, чтобы вставить выбитые окна и отштукатурить стены. Таким убогим его увидели супруги Ирина и Александр Сазоновы, переехавшие в 1985 году в Стамериану из Елгавы и ставшие инициаторами возрождения святыни к новой жизни.
А по-настоящему восстановление храма началось в середине 90-х годов 20 века. Верующие из Гулбаны передали в храм несколько предметов церковного обихода, спасенных в годы разграбления: малый колокол и крест. Однако реставрация Большой Церкви шла довольно-таки медленно. Но, к счастью, Господь послал общение мецената, и все стало чудно преображаться. Из Белоруссии был привезен большой колокол, поднимали его на Пасху при большом стечении народа. Ровно через 100 лет со дня освящения, 6 июня 2004 года, православная церковь святого Александра Невского снова открыла двери верующим. Православная церковь святого Александра Невского – одна из самых красивых и своеобразных церквей в регионе. В солнечные дни она отражается в водах озера, как белая лебедь. Также вы можете увидеть здесь незабываемое зрелище. Утром и вечером лучи солнца играют в хрустале крестов всеми цветами радуги. И едва ли кто, побывав в Стамерине однажды, не желал бы вернуться сюда вновь. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.